Приветствую, друзья! Продолжаю разбирать коротко самые резонансные события в мире. Начну с одной из самых неожиданных и обсуждаемых новостей, которая в последние часы активно разлетелась по YouTube, вызвав множество комментариев и бурных дискуссий. Речь идет о неожиданной инициативе бывшего министра иностранных дел Германии и нынешнего председателя организации «Атлантический мост» Зигмарта Габриэля, который высказал идею о возможности вступления Канады в Европейский Союз. Невероятно! Это заявление уже стало настоящей сенсацией не только в политических кругах, но и в медиапространстве. Цитата. «Я бы предложил канадцам стать членами Европейского Союза», сказал Габриэль в интервью немецкому изданию. Политик от Социально-демократической партии Германии отметил, что даже если полноценное членство сейчас сложно представить, то частичная интеграция Канады в структуру ЕС вполне возможный шаг. Эта идея уже обсуждается в ряде СМИ, где ее сравнивают с геополитическим вызовом именно Соединенным Штатам Америки. На фоне чего же возникла эта инициатива? Все дело в заявлениях президента США Дональда Трампа, который снова оказался в центре скандала. Трамп открыто высказался за присоединение Канады к США, фактически предлагая тем самым сделать страну 51-м штатом. Помимо этого, он неоднократно говорил о планах аннексировать Гренландию, автономную территорию, входящую в состав королевства Дания. Цитата. «Это абсолютно недопустимо, и именно Европа должна противостоять таким планам», заявил Габриэль. Я, друзья, посмотрел самые крупные иностранные издания, и это заявление стало вирусным, попав в заголовки на обложке в тренды политических видео. Многие средства массовой информации подчеркивают, что подобные заявления со стороны Соединенных Штатов Америки – это угроза суверенитету других стран, и Европа должна не оставаться в стороне. Хочу вам напомнить, что Зигмарт Габриэль занимал пост министра иностранных дел Германии до 2018 года, а также был вице-канцлером. Его слова имели большой политический вес как в Германии, так и в Брюсселе, а также всегда вызывали волну обсуждения, особенно в контексте текущей международной напряженности. Что же касается самого Дональда Трампа, то он за последние месяцы неоднократно в шутливой и даже, можно сказать, издевательской форме повторял идею о том, что Канада должна стать частью США. На практике же он давит на Канаду экономически. Хотя страна избежала жестких последствий, которые были введены в среду, я имею в виду глобальных американских пошлин, благодаря неожиданному соглашению США, Мексика, Канада. Напомню, что в начале февраля 2025 года Трамп подписал свой указ, согласно которому были введены единые тарифы в размере 25% на импорт из этих двух соседних стран. Как он тогда объяснил именно эти пошлины? Президент США обвинил Канаду и Мексику в том, что они не предпринимают достаточных усилий по борьбе с контрабандой фентанила, то есть это мощного наркотика, а также с нелегальной миграцией на территорию США. Эти обвинения вызвали в Канаде волну возмущения, протестов и отчуждения от американской политики. Многие канадцы начали активно критиковать политику Дональда Трампа, и даже в YouTube появились множество видеороликов с заголовками вроде «Канада против Трампа» или «Почему канадцы злятся на Америку?». Сама идея присоединения Канады к Европейскому Союзу пока кажется фантастической, но в контексте растущего недовольства Трампом такие предложения приобретают все большую политическую и медийную значимость. А теперь хочу поделиться с вами самыми свежими новостями о положении немецких партий, политических опросах и рейтингах. Эти данные вызвали настоящий резонанс в политических кругах Германии и стали темой номер один. Согласно новому опросу, который был проведен Институтом изучения общественного мнения ИНСА для издания Bild, партия «Альтернатива для Германии» АДГ впервые в истории сравнялась по уровню поддержки с блоком ХДС-ХСС. И это произошло всего лишь через 6 недель после парламентских выборов. По данным опроса, если бы сегодня, в это воскресенье, прошли выборы в Бундестаг, обе партии ХДС-ХСС и АФД получили бы по 24% голосов. Для «Альтернативы для Германии» это не просто рост, это лучший результат за все время наблюдений в рамках данного исследования. Партия прибавила 1% по сравнению с предыдущим опросом, что подтверждает ее уверенное продвижение вперед на фоне экономических кризисов и политической нестабильности. На YouTube уже появились видео с заголовками вроде «АФД догнала ХДС-ХСС, политическая сенсация в Германии». В то же время у ХДС-ХСС под руководством Фридриха Мерца дела идут гораздо хуже. Партия потеряла 2% и, как подчеркивает глава ИНСА Герман Бинкер,
это драматическое падение. В интервью журналу Bild он заявил: «Союз ХДС-ХСС терпит настоящий обвал. Подобного снижения поддержки между днем выборов и формированием правительства еще не было». То есть, по сути, по его словам, партия потеряла почти каждого шестого избирателя всего за 1,5 месяца. Еще я вам хочу напомнить, что на парламентских выборах, которые прошли в Германии 23 февраля 2025 года, блок ХДС-ХСС набрал 28,5% голосов. Однако сейчас очевидно, что поддержка пошла резко вниз. Партия «Альтернатива для Германии», которая тогда заняла второе место с результатом 20,8%, наоборот укрепила свои позиции. В издании Bild появилась статья с заголовком «ХДС-ХСС теряет почву под ногами, а «Альтернатива для Германии» наступает». Интересно то, что социал-демократическая партия Германии в этой ситуации сохраняет свои позиции, ее поддерживает 16% опрошенных, что говорит о стабильности, но не о росте. Зеленые и левые сейчас находятся на одном уровне, зеленые теряют 1%, а левые, наоборот, прибавляют 1%. Такая динамика тоже вызывает интерес, особенно в свете новых коалиционных переговоров в Германии. Свободная демократическая партия и новая политическая сила Союз Сары Вагенер по-прежнему не проходят Бундестаг, обе остаются на уровне 4%, несмотря на небольшие колебания. Свободная демократическая партия прибавила 1%, а Союз Сары Вагенер потерял 1%. Как отмечает Бинкер, все больше избирателей разочаровываются в ХДС-ХСС, что и приводит к таким вот результатам. Эксперты подчеркивают, что впечатление от переговоров о коалиции крайне негативны. Многие считают, что ХДС-ХСС не смогли навязать свои позиции избирателям. Именно за это, по мнению политологов, партия сейчас и получает такую жесткую оценку от общества. Еще, чтобы вы понимали, для составления политического рейтинга партии были опрошены 1206 человек в период с 31 марта по 4 апреля 2025 года. Максимальная статистическая погрешность, как указано в отчете ИНСа, составляет 2,9%. При этом хочу обратить ваше внимание, да, наверное, вы и сами знаете, что опросы никогда не являются точным прогнозом, поскольку на их опрос влияет ослабление привязанности к партиям во время опроса и все больше спонтанный характер принятия решений избирателей. Что касается этой темы, я и дальше буду держать вас в курсе тенденций изменения электоральных предпочтений в Германии. И еще одна важная новость касается нового серьезного конфликта внутри Европейского Союза, который разворачивается на фоне торговой войны, развязанной президентом США Дональдом Трампом. На текущий момент Евросоюз по-прежнему официально не заявил, какой будет его ответ на введенные Трампом многочисленные пошлины на товары из разных стран мира. По данным авторитетного издания «Политика», сейчас в Брюсселе идет напряженная внутренняя борьба между представителями крупнейших стран Европы. И в центре внимания именно разногласия в подходах к США. Германия и Франция, как ключевые игроки Европейского Союза, выступают за жесткую и решительную реакцию на действия США. Они настаивают на том, чтобы Европа не молчала, а активно защищала свои интересы. Например, я вам уже рассказывал, что в пятницу Китай объявил ответные пошлины на американские товары, а это также, как вы понимаете, усилило давление на европейских лидеров, потому что действия Китая стали дополнительным аргументом в пользу немедленного ответа со стороны ЕС. В четверг президент Франции Эммануэль Макрон сделал официальное заявление, в котором сказал, цитата: «Важно, чтобы новые инвестиции в США, в том числе те, что были объявлены за последние недели, были временно приостановлены до тех пор, пока мы не проясним наши отношения с Соединенными Штатами Америки». С ним также полностью согласился представитель правительства Германии. Роберт Хабек, министр экономики Германии, заявил, цитата: «У нас сильная позиция, мы можем объединиться с множеством стран и регионов мира и тем самым оказать дополнительное давление на американцев». Однако на этом фоне раздаются и более сдержанные голоса, прежде всего со стороны южных стран Европейского Союза. Италия и Испания заняли более умеренную и осторожную позицию, предостерегая от поспешных шагов и призывая не поддаваться эмоциям. Министр экономики Италии Джанкарло Джорджетти заявил, цитата: «Мы должны сохранять хладнокровие, внимательно оценить последствия и избегать политики ответных пошлин, которая может навредить всем, особенно нам самим».
Кроме того, один из его ближайших соратников, премьер-министр Джорджа Мелони, призвал не нажимать кнопку паники и не поддаваться давлению. В таком же духе выступили и представители испанского левого правительства. Карлос Куэрпа, министр финансов Испании, подчеркнул, что мы по-прежнему настаиваем на необходимости найти переговорное решение. Тем временем сам Дональд Трамп в среду в характерной для себя манере объявил введение пошлин абсолютно против всех стран мира, что он назвал не иначе как Днем освобождения Соединенных Штатов Америки, а также Днем экономической независимости. По словам Дональда Трампа, его новая тарифная политика носит дружелюбный и взаимный характер. Он также уточнил, что минимальная ставка пошлины для всех стран составит 10%, но для Европейского Союза она будет по-дружески выше – 20%, а для Китая целых 34%. Трамп объясняет свое решение довольно резонансным заявлением, цитата: «Наши друзья часто вели себя хуже по отношению к нам, чем наши враги». Конец цитаты. Как понимаете, такие слова вызвали бурную реакцию в Европе и только усилили раскол в ЕС, где часть стран требует решительных мер, а другие предпочитают дипломатию и сдержанность. Друзья, буду ждать ваших комментариев, что вы думаете об идее вступления Канады в Европейский Союз, как вам резкий рост поддержки, альтернативы для Германии, АДГ в Германии, и какой позиции, по-вашему, должен придерживаться Европейский Союз в ответ на пошлины Соединенных Штатов Америки. Обязательно пишите в комментариях ваше мнение. Если вам понравилось видео с короткими мировыми новостями, поддержите лайком мой труд, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи и хороших вам новостей!